Здравствуйте! Я снова рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня готовим сочный, воздушный торт панчо, который покорит с первого же кусочка. Для шоколадного бисквита нам понадобятся яйца, сахар, растительное масло, какао, молоко, соль, разрыхлитель и мука. Взбиваем яйца с сахаром до пышной светлой массы, где-то 5-7 минут. Пока взбиваются наши яйца, мы объединяем все сухие ингредиенты и просеиваем их. Наша яичная масса готова. Посмотрите, какая она у нас получилась. Теперь в два этапа добавляем наши сухие ингредиенты в яичную смесь. Аккуратными движениями перемешиваем, чтобы яичная структура сохранила свою воздушность. Пока мы перемешиваем, медленно добавляем молоко. Затем мы досыпаем оставшиеся сухие ингредиенты и продолжаем мешать. После того, как мы перемешали, все очень медленно добавляем масло и продолжаем медленно вмешивать его. Теперь выливаем наше тесто на противень. Предварительно разогреваем нашу духовку до 177 градусов по Цельсию или 350 градусов по Фаренгейту. Теперь помещаем наш противень в духовку. Наш бисквит выпекался 20 минут. Мы достали его и проверили палочкой. Тесто не прилипало к палочке, значит, оно готово. Бисквит перекладываем на доску до полного остывания. Тем временем, пока остывает наше тесто, приступаем к приготовлению сгущенно-сливочного крема. Для крема нам понадобится масло, сгущенка и сливочный сыр, а для украшения сливки и шоколад. Взбиваем мягкое сливочное масло до пышности. Добавляем сливочный сыр, взбиваем до однородности. Вливаем сгущенку и еще раз хорошо взбиваем. Наш крем готов. Начинаем оформление торта. Кладем тарелку диаметром 22 сантиметра и вырезаем по ней круг. Он будет служить основой торта. Обратите внимание, какой пушистый и воздушный получился бисквит. Ставим его на середину большой тарелки. Оставшийся корж нарезаем на квадратики размером 2,5–3 см.
Корж смазываем кремом. А после этого окунаем каждый кубик нарезанного бисквита в крем и выкладываем по кругу, формируя горкой. Постепенно сужаем горку кверху в виде купола. Выравниваем торт оставшимся кремом. Теперь приступаем к подготовке глазури. Разогреваем сливки и добавляем шоколад. Непрерывно помешиваем на очень тихом ходу до полного растворения. Поливаем торт глазурью. Глазурь щедро растеклась. Торт получился глянцевый, аппетитный и очень эффектный. Ну что, наш торт готов. Посмотрите, какой он красивый. Обязательно попробуйте наш рецепт, и он не оставит вас равнодушным. Спасибо, что все это время были с нами. Приготовьте торт, напишите в комментариях, как он у вас получился. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до следующих встреч!